Рядом со мной находится Климент Пупей-Иванов, капитан команды «Нави». А у нас интервью с ним завершающий день, третий день групповых игр. Привет, Климент. Привет. Климент, расскажи, какое у тебя впечатление от этого интернешнла? Помогает ли атмосфера игр в отеле, в котором ты живешь, играть на полную силу? Или все-таки из-за домашней атмосферы чувствуется расслабленность? Да, конечно, все очень удобно, а если все удобно, тогда играть удобно. Ты уже был на первом и втором интернешнале, и вот теперь на третьем. Можешь проанализировать, чем этот ТИ лучше предыдущих? Мы всегда даем позитивный фидбэк о турнире, все игроки это говорят, и это правда. Тут нету особо что говорить. Лучший турнир, просто лучший. Что скажешь о формате? Две группы, 16 команд. Удобно ли играть с таким количеством соперников, или все-таки тебе удобен другой формат? Сразу плей-офф? Нет, играть сначала группу – это лучший из возможных вариантов. Есть команды, которым нужно время, чтобы понять, что им делать и как играть, чтобы найти свою игру. Допустим, они не могли нормально тренироваться, или кто-то сразу после приезда заболел. Сейчас же они имеют возможность разыграться, и это помогает. Даже те, кто выиграл, они видят, как можно поменять и улучшить свою игру. Так что группа – это хорошо. К играм на ТИ мы еще вернемся. Вы недавно ездили в Китай. Для вас это была длительная поездка. Я знаю, что для тебя это был испытательный, скажем так, период. Какие впечатления у тебя остались после Китая? Было легко или сложно? Сложно. 10 дней или меньше у нас были трудные времена. Мы не понимали, что надо делать на 100%. Даже если у нас были какие-то хорошие пики, мы не верили в них. Неудобно было всем подстраивать себя, адаптировать героев, но потом мы стали лучше все понимать. Китайцы не часто брали виспа, а вот мы, наоборот, старались играть с ним много игр. Но все-таки турнир был хороший, было удачно подобрано время игр, и все-таки должен сказать, что китайцы очень сильные. Я не знаю, что будет в плей-офф. Сейчас они проигрывают, но все-таки они сильные. Фаника рассказывала, что у вас были сложные времена, разлад в команде, вы там чуть ли не ненавидели друг друга. И в конце он наблюдал так называемый путь к возрождению. Как проходил этот процесс? Вы поговорили о своих неудачах? Как вы вообще с неудачей добрались к тому, что выиграли турнир? Попей отвечает. У нас в команде много игроков со славянским менталитетом. Игрок мог бы сказать: я сыграл плохо, я посмотрю реплей, найду свои ошибки и буду работать над собой дальше. Нет, русские так не делают. У нас было время, когда кто-то набухался в один день, Дэнди в том числе. Но пришел день, когда мы поняли, что надо реагировать, надо уже что-то делать. Я понимаю, что группы это группы, их можно даже проигрывать, а потом выиграть целый турнир. Но когда плей-офф начинается, тогда уже надо тянуть. Сесть всей командой и подумать над тем, чтобы выигрывать. И это абсолютно все должны понимать. Так и произошло. В плей-офф мы стали играть лучше, у нас стали лучше пики. Я уже понимал, что уверенно мог взять героев, которыми в целом-то не очень просто играть. У нас много таких, скажем так, плеймейкеров, и поэтому там Дэнди хочет каких-то пуджов, штормов, квоп. Но эти герои до фени китайцам, им все равно. Они в ответ возьмут каких-то керри-героев-танкеров, и они не будут умирать. Будут не подставляться, а стоять на линиях. Если они будут стоять, они будут убивать Рошу, Энши, там, потом будут пушить мид и в итоге выиграют игру. Так что в каких-то играх мы сами понимали это. И решали, что будет лучше довериться своей команде. И даже если есть проблемы, что мне не нравится этот герой, это означает, что ты не хочешь комбинировать этого героя с остальными. И неважно почему. Потому что ты не уверен, не хочешь или просто не умеешь. А ведь это такая же логика. Если ты уверен, что не умеешь или думаешь, что тебе неудобно, то мы проигрываем. Потому что ты будешь играть, как будто вообще ничего не знаешь. Но помимо игр вы еще тренировались там достаточно долго с китайскими командами, да? Да, но меньше, чем в официальных матчах. Хорошо. Почувствовал ли ты, что вы приехали более слабой командой, а уехали уже более сильной, которая знает, как играют китайцы? Ты про Alienware? Да. Почувствовал ли ты силу, что можешь обыгрывать китайцев без проблем, так как знаешь, как они играют? Ну, я знаю, как они играют. Ведь, все знают так же, как альянсы играют, и они всех выигрывают. Скажем так, я почувствовал, что мы можем противопоставлять свою игру к ихней. Я все-таки думаю, что альянс сейчас самый сильный коллектив. Поэтому мне не надо смотреть только китайские команды, я буду смотреть на альянс тоже. Я понял. Твой личный топ-3 на данный момент среди азиатских команд. Первое место Тонгфу. Я считаю, что они самая сильная команда в Китае на данный момент. Наверное, я отдал бы еще первое место ЛГД. Они сильные и обыгрывали нас на Alienware Cup. Да и сам турнир чуть не выиграли. Еще есть IG и ДК, которые играют на том же уровне, и поэтому выбирать среди них сложно. Но я скажу, что ДК, потому что RTK мой братан. Давай вернемся к играм первого дня. У вас был неудачный старт, проиграли 2 игры.
причем проиграли Фнатикам, на которых никто не рассчитывал, вы, наверное, сами удивлены. Я с Дэнди разговаривал, он сказал, что вас изначально просто перепикали. Считаешь ли ты, что это так? И вообще, анализ, почему проиграли эти две игры. Мы играли плохо, потому что это была первая игра. Мы только приехали и были уставшие. Мы не могли нормально играть и, пожалуй, даже нормально пикать. Команда должна работать уверенно, а я сам не был уверен. А если ты не уверен, то ты не уверен. Если говорить о соперниках, конкретно на этом интернешнале, я видел, ты много смотрел за играми других команд. Кто тебя удивил помимо альянсов, которые сейчас ничего не проиграли? Ликвиды и Dignitas, и также Фнатики. И это не потому, что они выиграли у нас. Я смотрел другие их игры и могу заявить, что они очень хорошо играют. Да и IG не такие слабые, как на G1 лиге. Американские команды выиграли несколько игр, они хорошо пикают, хорошо играют и вообще все хорошо делают. Когда мы играли против ДК, там была тотальная война. Они тоже хорошо играют. Пару слов о матче с LGD. Одну проиграли, одну выиграли. В первой игре у вас было преимущество, а потом какая-то ненужная драка на топе, и вы проиграли. Почему такие две разные игры? Ну, это турнир. Во второй игре все завелись, особенно Дэнди. Если он будет просить пуджа, если он хочет и есть фактор, как после первой игры, злость и жажда победы, тогда да. А то ведь ты проигрываешь, хотя мог выиграть салат, и проигрываешь из-за того, что ты был слишком наглым, нагло играл. Говоришь, меня не убьют, пойду убью гирокоптера, у меня стики есть, я их всех сейчас поубиваю. Поэтому мы не выиграли эту драку. И мы, конечно же, разозлились, ведь это ненормально, неуместно так себя вести, как во время первой игры. Если это гранд-финал был бы, то мы бы увидели пуджа 2 раза, наверное, на миде и внизу. Раньше китайцы против вас часто банили пуджа, сейчас же Виспа и Найкса первым делом. А вы же баните Алхимика и еще кого-то. Вообще, как ты подходишь к пикам? Ты знаешь конкретно, что ты будешь пикать перед самой игрой или отталкиваешься от того, что выбирают соперники? Есть два варианта, как ты и сказал. Если у меня есть страта против соперника, тогда я ее возьму, эту страту, и не буду смотреть на то, что они пикают. Конечно, я буду понимать, что мы можем, кого на какую линию поставим, куда поставим варды, кто как будет стоять и вообще, что будет происходить против нас. Страту ты можешь придумать, но не всегда использовать. Не все так команды играют. Так есть очень маленький процент, когда используются только стратегии. Больше всего все зависит от ситуации. У вас завтра день отдыха. Вы планируете, как я слышал, к океану поехать, проветриться. Как вы проведете день перед плей-офф? Надо отдохнуть. Мы уже очень устали, так как у нас полет был заебись. К океану переезд туда и назад займет очень много времени. Это геморрой. Так что, может быть, пойдем в Valve офис, посмотрим, что там Гейб делает. Кстати, про Гейба. Я видел, ты общался с ним на вечеринке для игроков. О чем разговаривали? Он рассказывал про Half-Life 3 или что-то другое? Нет, я не буду такие вещи спрашивал. К нему обращаются, наверное, каждый день с такими вещами. Я нормальный тип. Пришел, спросил имя его собачки. Сказал, я Попей, я люблю собачек. Он сказал, я знаю. Потом разговаривали 5 минут о доте, что делать нужно в ней. Также поговорили о том, чем я занимаюсь. Затем про The International спросил, как играется. Рассказал ему обо всем, что нравится, что не нравится. Может быть, поделишься чем-то с нами? Не помню чего-то такого, чем можно было бы поделиться. В общем, ничего особенного. Я слышал, что во время праков перед турниром очень часто в пиках присутствовал такой герой, как SF. У всех команд. Считаешь ли ты, что это сильный герой на данный момент? Сейчас используются достаточно долгие герои. Они не могут так танковать, но выигрывать в миде, как Obsidian Destroyer и Razor. Против них может стоять такой герой, как SF. Даже если он проигрывает линию, он будет быстро фармить. И ты можешь это использовать. После чего раскачаешь его, можешь очень сильно дамажить. К тому же он инициативный герой, и он может играть с Блиндаггером, с Лотаром, с БКБ. С Дарксиром его хорошо использовать. Есть куча способов его хорошо использовать. Рошана он убивает быстренько. Он быстрый герой. Он фармит быстро, но и умирает тоже быстро. Так что есть негативные вещи, из-за которых его не берут. Его забафали очень сильно, у него ультимейт стал сильнее, стал больше процентов дэмэджа убирать. Все эти нюансы и делают его сильным героем. На прошлом The International героем турнира был Морф. Китайцы очень часто его абузили. На втором месте, наверное, была Нага. Сейчас же герой группы это Вивер. Его пока против вас не банят, но думаю, что его станут банить против вас в плей-офф. Как ты относишься к этому и будут ли какие-то другие герои? Ты не знаешь, и я не знаю, что будет плей-офф, но все-таки Вивер, он очень сильный герой. Ему дали пару бафов, Сугучи наносит больше дэмэджа, таймлапс усилили, и ему дали урон. Сколько? Много, очень много. И первый спелл, жучки стал сильнее. Если ты цепляешь ими, то они сразу делают минус 1 армор, и дэмэдж сразу же входит. Это много что решает. Иногда бывает, что ты пытаешься убить одного героя, а он уходит на 50 хп. У всех рейндж кэрри героев нет критикал страйка, а у Вивера есть с 3-м скиллом.
Такие вещи повышают его значимость и силу. Он хорошо работает против всяких обсидианов, разоров, найксов. Даже против гирокоптера он может выиграть 1 на 1. Он соло-герой, ему не надо какого-то особого суппорта. Мы всегда дает позитивный... Чувак, мы всегда дает позитивный фидбэк. Что это за бред? Что ты хочешь? Любви. Ой, хорошо. Как играть, чтобы найти свою силу? Вот ты пришел и, блядь, мне все спортил. Уйди отсюда. Просто от тебя тюлькой воняет. Вот.